Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GwardUA, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Максимум. Ранг у него ладья 5. Сразу хочу вам сказать, чтобы не было ни для кого удивлениями и тому подобное, то воспринимайте эту каточку как комедийную больше. Потому что каточка объективно не для слабонервных. Но если вы эту каточку посмотрите, уверяю вас, вы не пожалеете. Вы не пожалеете из-за того, что я там показал бурю эмоций. И сразу хочу сказать, вот этому вот игроку не прими близко к сердцу. Но не поражать с этого, это, ну, грех. Поэтому я думаю, ты поймешь и без обид, если что, сразу. Но там сразу говорю, там не жестко. Но мои эмоции стоят того. Так что всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто засыпает, приятных снов. В предыдущем сезоне я не знаю, какой у него был ранг. Если что-то он напишет в комментариях, если, соответственно, посмотрит этот ролик. Но я думаю, рано или поздно он его посмотрит и, соответственно, напишет в комментариях его ранг. И, ребят, я хочу напомнить, кто хочет, чтобы я прокомментировал его каточку, то в комментариях будет закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале. Там я подробно описываю, что нужно конкретно сделать, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, ребят, все условия соблюдаем. И самое главное, проверяйте качество записи. Чтобы картинка была не мыльная, чтобы FPS был не 24, не 30, а вот стабильные 60 FPS. Ребят, так будет намного проще мне смотреть, нежели у меня будет вырви глаз в глазах твориться по полной программе. Вот тогда у меня глаз скоро телипаться начнет от 24 FPS. Поэтому давайте, все, настроили все качество, все красивенько сделали, условия соблюдены были, и все. Скинули мне карточку, я ее прокомментировал. Видите, я же на этой фразе даже заговорился, забуксовал просто на месте. Просто... Хочу напомнить сразу. Я каточку не смотрю от А до Я заранее. Потому что, когда я буду первый раз смотреть, эмоции будут намного живее, намного интереснее, намного... Короче, все это вы прекрасно знаете без меня. Поэтому не буду повторяться по 1 миллиардному разу. Правильно? Правильно. И вот, смотри, перед тем, как мы сейчас погрузимся в этот наш любимый мир авточеса, лайк поставь, комментарий оставь, а если не подписан, то подпишись. Я вот только что в моменте хотел сказать о том, что он не поменял только что убийцу, но в конечном итоге он поменял убийцу. Окей. Ошибочка не засчитана, получается. Мне интересно, что же сегодня будет такой за билд у нас? Надеюсь, что-нибудь не метовое, потому что метовое я каждый день почти вижу. Поэтому, ребят, давайте так. Кидайте интересные каточки, там, где вы рвете мету. Все, другие каточки не принимаю. Если что, рофлю. Боже, Лина такая прикольная, но она... я не знаю, на кого она похожа. Она похожа на этого. Либо на Чебурашку, либо же... Ну, у Чебурашки только уши были огромные, а у нее в данном случае хвостики. Ой-ой-ой, у нее сейчас все предметы тупо на килле персонажа. Я думаю, он сейчас поменяет две фигуры, Энчу и Гоблина-убийцу, и поставит двух орков-шаманов. Ну? Ну? Не? А чего? А чё не поменял? Как по мне, два орка-шамана были бы намного профитнее, потому что это, во-первых, чистый урон, это сайленс, ну... Ладно. Он, типа, ну, и так вынес их, но мог бы немножечко быстрее, чисто так, на пару разочков. Ну, ладно. Ладно. Две инчи, окей. Уровень не берет, думает. Не, ну, то, что ему две инчи пришло, это хорошо. Как я говорил уже миллиардный раз, инча — это инвестиция в лучшее будущее. А почему тролля поставил шамана? Так, максимум. Отвечаешь в комментариях, соответственно, на мои вопросы. Понял? Понял. Цепочку передал. Я бы на самом деле на его месте... Хотя, может, он хочет здесь шаманчиков записать? А? Интересно. Если он здесь будет записывать шаманчиков, то это будет что-то такое необычное. Не часто мне скидывают шаманчиков на просмотр. Очень нечасто. Ну и на самом деле на шаманах и играть как бы трудно. Потому что если тебе не идут шаманы, то считай, что ты откис. Считай, что ты откис, отлетел в некскатку и тому подобное. Короче, как угодно считай. Но у него слабый стол. Почему он такой слабый стол поставил, я сейчас не понимаю. Типа у него же есть намного сильнее стол. Убийцы вот сейчас ставят. Он просто мог себе сделать посильнее старт. Почему он этого не сделал, не понял. Ну ладно. У него, кстати, там есть фуриончик. А ну-ка. Не забудет заобузить? А то у меня иногда из головы вылетает, что я забузить Энчу забываю.
Как я уже миллиардный раз говорил, инча — это инвестиция в лучшее будущее. Это путевка во Швейцарию в самый лучший отель на 20 лет. С минимальной зарплаткой. Все как-то. Короче, полный шик. Забузил инчу. Отличная красава, но все равно пока что не понимаю. Он держит шаманов. Вроде бы как шаманчики здесь намечаются. Вроде как. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что, знаете, начало интригующее. И, кстати, я совершенно забыл об этом сказать. В первом ролике я сказал, а во втором не сказал. Всем огромнейшее, огромнейшее спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо. Просто обнял, приподнял. Потому что я уже достиг 2000 подписчиков. Наконец-то. Всего. Следующая цель — это 5000 подписчиков. Поэтому, ребят, напрягаемся и в путь. Губа не дура, как говорится. Блин, у него стенки сейчас никакой нет. Он из-за этого сейчас будет много хп терять. Вроде бы как бы ему шаманы идут, а вроде бы как и убийцы идут. У него все рубрика все по 2. Посмотрите. 2 гоблина убийцы, 2 убийца Горна, 2 Сларка. Ну это чисто моя дефолтная каточка. А ну-ка, пишем в комментарии, у кого точно такая же каточка бывает со старта. Когда у вас рубрика все по 2 и ничего не апается. А только приходит рубрика все по 2. А? Поменял одного Сларка, усилил себя, потому что там у этого гоблина убийцы есть нюк. Не понял. Ну что, пользуется авторасстановкой? Ну, как бы... Я думаю, для старта это как бы ничего. Плевать как бы. Типа... Роль это особо и не сыграла бы. Ну ладно. Опа. Опа. Орки ему, кстати, прут и прут. Я вот так заметил, что орки ему идут чуть ли не с самого начала. То орк-охотник, то вот сейчас Акс, то боги. Вроде бы как эта каточка намечается на богах-орках. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. Но он не хочет этого делать. Не хочет этого делать, поэтому он поставил орка-шамана в 2 звезды. Угу. Окей. Окей. Кстати, ладно, пока тут особо эпичного ничего не происходит и нечего особо обсуждать, напомню. У меня есть телеграм-канал. Там я пишу по поводу обновления игры. Веду всякие там опросы. Веду свой также небольшой личный блог. То есть там пишу, какие там у меня события произошли в жизни и тому подобное. И самое главное, у меня там есть чат комьюнити. Поэтому, ребят, присоединяйся, не стесняемся. Вместе все-таки веселее. Правильно? Правильно. Ну и, соответственно, там еще пишу, когда стрим. Хорош. А вот теперь уже хорошо. Теперь можно и предметы перекинуть в убийцу Горна. Кстати, убийца Горн — это Бара. Вдруг кто не знает, это Баратрум из Доты. Так вот, Бара, кстати, неплохой такой персонаж, если его одеть со старта. То есть, если есть там хорошие предметы на скорость атаки и тому подобное, то у него шанс срабатывания 25% на его станчик. Плюс это доп. Урон. То есть, это нюк в 100 физического урона, плюс станчик на 2 секунды. Да, он, конечно, толкнет, но, кстати, перекиду, ну, не успел чуть-чуть. Но в любом случае, как нюк и станчик, это неплохо. Вот, кстати, импакт видели сейчас от орка-шамана? Омник не успел подхилить и, соответственно, в табло получают изи. Изи абуз. Я так понял, он реально будет играть на шаманах. Отлично, каточка на шаманах, давно жду. Давно жду каточку на шаманах, а не всякие метовые билды. Жду, верю. Правда, тут нету легендарных шаманов, и я так понимаю, он будет играть не через легендарных шаманов, а будет играть через... Через что он будет играть, кстати? А вот это вот вопрос. Он оставил шаманов, и либо же он будет играть сейчас через волшебников и 6 шаманов, либо же что? Интересно. Ладно, смотрим дальше, наблюдаем, изучаем. Что ему сейчас за реликвия еще упадет, интересно. Не, классно вот этот убийца Горн. Классно. Броня ему упала, но ее скипнуть, в принципе, можно будет сразу. Или же оставит ее как танка в орка-шамана. В принципе, тоже неплохо будет. Я говорю, ему здесь на богов орков прям везет и везет. Угу.
Звери, сумка пандамена, Ну, тут надо... Тут, скорее всего, ему нужно выбирать рандомную реликвию, потому что зверей нет смысла брать. Это будет ошибка. На 15-м раунде появится 15, сколько-то там волков и просто порвут ему пятую точку. Сразу юзнул реликвию для того, чтобы у него весь стол сейчас заполнился яйцами. Ребят, вот эту вот реликвию с яйцами используйте только в том случае, если у вас есть кого апать, грубо говоря. Потому что у вас сейчас забьется стол яйцами, а что потом-то делать? Ну вот что потом-то делать? Что потом прикажете делать с этими яйцами? Смотреть на них? Ну, в принципе, можно посмотреть, может там дракон вылупится, как у Дейнерис. Ну, только вам придется сгореть живьем. У Дейнерис была защита, а у вас вряд ли. Тут его вынесли, убийца гор не попадает в тупую. Да, его еще застрелили. Если бы пару тычек попал бы в этого эльфа, то он бы затащил. Но не попал. Чего не случилось, того не случилось. Так, ну, в принципе, я уже понял. Он будет играть через убийц. Зачем тогда шамана, вопрос? Вот этого я не понял. Кстати, Фуриона можно продать, чтобы выйти сейчас 50 монет. Я бы на его месте это сделал. Выйдет 50 монет, будет четко. Он сможет идти в уровень, потихоньку апать убийц и все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, продай Фуриона. Продай Фуриона. Миндальная связь. Продай Фуриона. Продай. Продай. Дорого дадут за него. Продай. Продай. А, у него 3... Ладно, понял. Окей, не продавай. Не слушайте меня. Не слушайте меня. Я просто не поверил в Гоблина убийцу как-то. Кстати, мог бы покупать и волшебников со старта. Рики пришел. 4-й уровень пришел. Рики, нормально, нормально. Интересно, будет? Да, будет идти уровень. Для чего же здесь нужны шаманы? Окей. Короче, он только что, если что, меня миндальной связью переиграл. Он Фуриона не продавал, потому что у него был гоблин-убийца в 2 звезды, и он уверен был в том, что он получит с него 3 монетки. Я бы, конечно, не был настолько уверен, но хозяин-барин. 2 маморы есть. Интересно, что там обузит маморе? Посмотришь, нет? Не хочет смотреть. Топчика смотрит, окей. У Топчика, кстати, такой сильный стол. 2-звездочная мамора. А ты не хотел бы показать, что там у него? Так, что я вижу первое? Там один чел играет на рыцарях. Вот это топчик, который винстрик 5. Второй играет через вайпера на магах. Поэтому здесь будут волшебники магии. Кстати, Джакира. Джакира! Боже, я даже не обратил на это внимание, а у чувака Джакира. На 13-м раунде. Прикиньте. Сегодня, я так понимаю, день скилловых ребят. А, я понял, ты Мьёльнир не перекинул. Забыл, наверное. Да, перекинул этого. Но я бы на самом деле 50 на 50. И Гоблин-убийца как-то поприятнее смотрится с этими предметами всеми на скорости атаки и тому подобное, потому что у нее тычка быстрее. Хотя Горн намного больше импакта бы внес. И почему ты сейчас Гриттера не поставишь 2-звездочного на середину, чтобы он накинул хрону, либо прыгнул с тобой? Чего ты не ставишь хрону? И, кстати, если Рики берете, то Рики нужно ставить таким образом, чтобы он накидывал свою тучку как надо. То есть там в середину. Потому что, видите, сейчас половина тучки тупо выходит за шахматную доску. Это бред. То есть там на одну клетку она выходит за шахматную доску. Поэтому так Рики особо не надо ставить. Рики, если что, пускает свою тучку, отзеркаливая свои точки. Думаю, это понятно. Ой-ой-ой, Вич-доктор, хорош. Берем. Так а почему ты Гриттера не поставил? Я не понимаю. 5 убийц у него. Одного убийцы не хватает. А Вич-доктора не берет. Он не верит в новую синергию. Хотя на самом деле на его месте я бы взял Вич-доктора, потому что получить просто бафчик страха приятно. Кстати, поправилось, что Рики, как мы видим. Поправил Рики, чтобы тучка оставалась как надо. Хорошо, исправился, окей. Смотрим дальше. Так, тучка под себя накинулась, потому что на него напрыгнули. Когда на вас напрыгивают, или вас бьют в этот момент. Короче, если рядом находятся враги, то он тучку кидает под себя.
Тоже такой вот главный такой моментик. Так, палочка Гарри Поттера упала. Я думаю, он ее сейчас сразу скипнет. Яйцо. И Никс. Хорош. Может, в принципе... О, Башек. Башек тоже хорошо. Но ему бы маску, наверное, второго тира найти. Я бы на его месте, наверное, скипал. Ну, медальон тоже приятно. Да не, перекинь все предметы сейчас в убийца Горна. Скипни вот этот предмет первого тира. И поставь убийцу Горна как стенку. Ну, не как стенку, а как... Короче, как мейнового дамагера. А Рики, наоборот, можно в середину поставить. Да, да, вот так, вот так. Только предметы дай. А то в убийца... Не, в убийца... Да, да, куда ты... Ладно. Ладно, окей. Интересно, выиграет он его или нет? Ай-яй-яй, не выиграет. Или выиграет? Не выиграет. Там на Лину накинулся баф этого агра. И все. И финита ля комедия. Даже не успел добить Омника. Понимаю. Но убийцы, они слабые. Ну, очень слабые убийцы. Типа, как ни крути, ты можешь на убийцах играть только в том случае, если, во-первых, у тебя они идут идеально со старта. Второе, тебе идеально по шмоткам приходит. И третье, самое главное, это то, что тебе придет мейн керри. То есть это темпларка, либо же мартретка. Рыжего лиса я как керри не рассматриваю. У меня с рыжим лисом очень плохая ассоциация, потому что этот чел больше руинит зачастую, нежели помогает. Почему? Потому что, смотрите, сколько раз играл через этого рыжего лиса, а опыт у меня такой небольшой, знаете, так, ну, всего лишь почти 2 года. Так вот, я могу с уверенностью сказать, что эти за 2 года я этого рыжего лиса возненавидел по максимуму. Эта тварь максимально кривая какая-то. Кривая, косая, как угодно такое ее называй. Просто она будет юзать свою способность, полетит в какую-то энную точку, неизвестно в какую, там, наверное, не знаю, с космоса ему сигнал пришел, он его принял, он такой думает, так, полететь в край доски, чтобы коснуть свою способность просто в никуда. И сделать это 2 раза. Или 3. Ну, 4, конечно. Сбили винстрик, кстати, этому чувачку. Это плохо. Мартретка. Мейн керри есть, окей, едем дальше. И сейчас... Не, орка-шамана ставь. Сларка убирай, ставь орка-шамана. У тебя ж плотная фигурка есть двухзвездочная. Че ты ее не ставишь? Это твоя стенка, сайленс, чистый урон. Зачем? Какой вайпер? Убирай. Убирай эту гадость. Мартретку в 2 звезды соберешь, передавай ей все шмотки. Да убирай ты этого вайпера просто. А это... Ой... Ладно, ок. Ладно, ок. Ну, охотника он тут порвал, винстрик он у него забрал. Отлично. Чисто отомстил. Отомстил. Ему нужна мартретка. Все равно не могу понять, зачем ему 2 шамана. Что-то как-то мне в голову вообще не приходит, куда он может их припихнуть. Что он с ними делать будет? Может он... Короче, я сейчас озвучу свою мысль. В дальнейшем мы это узнаем, но все же. Может он хочет стартануть вот так вот через убийц, пока они ему идут. Играть через них, а потом резко перестроиться в каких-то там шамана-магов, к примеру. Да пока что у меня вот такая вот догадка. А вот как оно будет по факту, не знаю. Пока мартретки нету, тяжело им будет. Ну почему он не ставит двухзвездочную фигуру вместо вайпера того же самого, я тоже пока что не могу понять. Если кто шарит, кидайте свои догадки.
там у чувака мартретка 2 звезды. Всегда удивлялся тому, когда ты вот просто сидишь, там ролишь, все такое, а тебе не приходит, там, допустим, мартретка 2 звезды. Зато твоему противнику приходит целых 2 звезды, еще и третья сверху приходит 2 звезды, он в 3 звезды его выкатывает на 20-м раунде. А ты как олень будешь на 7 уровне. Ролится в поисках мартретки. И все. О. Так, ну окей, шамана у него есть сейчас. Фуру продал. А теперь я хочу понять, в чем же все-таки суть этих шаманов. Может, он хочет их просто как бафчик оставить, 3 шамана? А какой прок от этого тогда? Он может сейчас вместо Вайпера поставить этого вот шамана, чтобы я на его месте сделал. Убрать 7-го убийцу вместо Вайпера, поставить этого шамана и получить баф Горна. Все-таки агр будет приятно. Там по 7 фигур у каждого. Это будет 21 хп у этого Горна. И все в основном будут бить этот Горн, потому что он играет на убийца. Может даже поставить Вич Доктор, чтобы получить страх. Нет, он ставит так. Интересно. Ладно, только я бы на его месте сразу бы чекал реликвию, потому что там есть, если что, Мамора. И он мог эту Мамору активировать, но Мамора ему не пришла. Мастерскую буму берем. Естественно. Предметы всегда топ. Но он мог бы как бы на next level сыграть. Он может сейчас купить Вич Доктора и поставить еще Вич Доктора сверху. Не. Господи, принесите святой воды. Я такое увидел сейчас, я хочу закапать свои глаза. Максимум лютых действий. Ник пока что себя оправдывает. Максимум лютых действий. Реально, несите святую воду. Я либо в этой игре что-то не понимаю, либо же что это происходит. Так, ну ладно, тут Лина 3 звезд появилась. МК 2 звезд. И Луна 3 звезд. Ну, по идее, если будут ему нормальные, адекватные фигуры с шамана приходить, то в принципе, неплохо смотрится. Я вообще удивлен, что ему фиолетовый шаман так прикольно и легко пришел. Гриттера берешь, нет? Угу. Сларка вместо кого? Вместо гоблина-убийцы. Окей. Не-не-не, верни предмет. Верни предмет, он же сейчас будет перевоплощаться сразу. Зачем тебе это надо? Убери эти предметы оттуда. Перекинь в свою мейн-керри. Эти предметы не... О, ну... Ладно. О, скилловик детектед. Драгунайт в 3 звезды. Не, этого Драгунайта, конечно, может спокойно вынести элементарный антимаг. Вообще без шансов. Но то, что он в целом пришел в 3 звезды, это чел, походу, его через Мамору заобузил сразу. Фартануло, что он его вынес. Фартануло. Второй раз может так не повезти. По идее, если ему приходит темпларка, хотя, может, темпларка даже не сможет затащить это. А зачем из инкамба выходишь? 6 убийц поставить? Ну, в принципе, можно. А чё не однозвездочную фигуру поставил? Чё двухзвездочную поставил? Так, непорядок. Надо вернуть все обратно, как было. Ставь однозвездочную фигуру. Короче. Зачем в Вайпере находится предмет 2-го тира? О, я так понимаю, тут пачка скилловиков собралась. Один Драгунайта достал себе из Мамора в 3 звезды, второй себе снайпера достал. Ну, молодцы.
А, вот, наверное, почему. Только что, если что, снайпер сам себя убил. С помощью брони вот этого вот второго тира. Яичку. Окей. Только не в Никса. Только не в Никса. Молю тебя. У меня глаза выпадут из орбит. Не кидай в Никса яйцо. Я вижу... Свет... Представьте, что у меня флакон с этой воды сейчас. Давайте вы сами прокомментируете эту ситуацию. Вместо меня. На самом деле здесь лобби скилловиков. Смотрите, один чел нашел себе через панду Джакира. Второй чел нашел себе Драгунайта 3 звезды с помощью Маморы. Третий чел снайпер. Ну ладно, снайпер это уже такое собрать. Но двух первых это жестко. Особенно Драгунайт в 3 звезды. А еще жестче видеть, как яйцо летит всяких никсов и тому подобное. Боже. В Сларка бы закинул туда, чё? Чё уж мелочиться, правильно? Гулять так гулять. Бабахнуть в Сларка и все. Вот сейчас как бы, ну, честно, ну давайте так откровенно будем говорить. Билд смотрится интересно. По крайней мере, интересно. Но у меня сразу возник такой вот некий маленький вопрос. Он у меня там в груди где-то щемит, не дает мне покоя. А почему не 9 убийц? Почему не поставить 9 убийц? 9 убийц же будет намного сильнее. Или это принципиально чисто 3 шамана всегда должны быть? Просто если не будет такую дичь перевоплощаться, то это хрень полнейшая. Сейчас, как я вижу, исход. Зеркало, кстати. Есть как бы дозолятор на минус 12 брони, что... Боже, у меня на языке такая нецензурная брань. Какой, не только не кристалл маны отдай ваперу, я тебя молю. Хоть здесь оставь мое сердце. Зачем ты предметы отдаешь? Зачем предметы отдавать в шаманов? Какая авторасстановка? Все ручками. Нормальную делаем адекватную расстановку. Что происходит? Не, простите, это просто какой-то... Это жестко. Я надеюсь, после просмотра данного ролика он исправит эти ошибки. Никаких автопозиций. Автопозицию можно юзать только там в самых редких случаях. В самых редких случаях. Во всех остальных случаях все ручками делаем. Боже, это что здесь за лобби таких вот киберкотлет? Трехзвездочная ВР, то, сё, 5-10. Но на самом деле меня больше всего смущает то, что предметы сейчас закинуты в шаманов, которые перевоплощаются и теряют свой весь смысл. У меня только один вопрос. Зачем? Только в нецензурной вариации. Чтобы вот так вот проиграть? Он должен ему был 5-ю точку взорвать. Если ты уже так играешь, то играй как-то красиво. Ты... Я понял, это лобби скилловиков. Ну хоть сейчас-то предметы все дай в темпларку. Я тебя умоляю. Услышь мою миндальную связь. Чувствуешь, как сердце мое бьется? Отдай предмет. Предмет ты. А зачем башер? Ладно, окей. Я могу еще понять, зачем башер. Застанить вражеского кири, вывести его как бы из, там, не знаю, астрала, пространства, особенно если он будет играть через мартретку. Это я понять могу. Через ближнего боя героя контактного я могу понять, зачем ему башер. Там есть Драгунайт в 3 звезды. На 5 секунд он его будет вырубать в своем стане.
С помощью вот этой вот темпларки. Окей, это я еще как бы понять могу. 5 секунд это очень много. И за 5 секунд почти можно любого керри развалить. Абсолютно любого керри. Но не в темпларку. Да, это предмет дает, если что, плюс урон. Но отдай ты предметы все сейчас тогда в темпларку. Зачем тебе один предмет там, и тем более, зачем тебе зеркало отдай в темпларку. Темпларка будет своими тычками массово дамажить. Да зачем ты им предметы даешь-то? Несите валерьянку. Ой, не, все, не, надо с Башером что-то делать. Башеру нужно будет 100% портретки давать, иначе он не будет станить Драгунайт, а бессмысленно это будет. Ну, Драгунайт сейчас как бы в 3 звезды дает жару. Дает, так сказать, прокекаться. У него мартретка вообще не идет за игру. Вот то, что я вижу, то, что наблюдаю, то я вижу то, что у него мартретка тупо не идет. Если ты идешь в уровень, то иди уже в уровень. До конца возьми 10 и все. Хотя ладно, в принципе, в моменте может перестроиться, не знаю. Но либо хотя бы сейчас попробуй поставить как-то своего керри, чтобы он застанил Драгунайта. Ну и все-таки отдай предметы. Отдай предметы Темпларку. Она твой мейн керри. Не трави душу мою. Я до сих пор не могу понять. Ну, типа, ладно, окей. Шаманов, ну, если будут адекватные шаманы попадаться, то будет все более-менее хорошо. Вот, допустим, мага он порвал. Ну, там и маг, походу, слабый. Я думаю, там у мага предметы какого-то откровенного Г. У меня есть лютое подозрение, что так оно и есть. Еще одно, как бы, зеркало пришло. В темпларку. Темпларка будет бить АОЕ тычкой. Иллюзия темпларки. Боже, мои глаза. И мне тяжело на это смотреть. Какая логика засовывать предметы в шаманов, которые перевоплощаются? И теряют все свои предметы. Типа... Ладно, логика без логики. Я не знаю. У меня нет догадок. Типа для изначального перевоплощения, так можешь предметы первого тира поделать и все. Отдай предмет зеркала в своего мейн керри. Придет мартретка, в мартретку еще даже зеркало. Будет у тебя мартретка с критами. Хотя бы с иллюзией. Я шибу ему так... Боже, чтоб мне так темпларка приходила. Чтоб мне так темпларка... Опять, зачем ты предмет? Я хочу заорать. А он зачем тебе? У тебя 7 убийц. Ладно, окей, я думаю, что он все-таки переделает. Зверей берем, конечно же. Зверей берем. Звери имба. До 35-го раунда доживешь, получишь триллион. Я надеюсь, он даст ответы на мои вопросы. У меня их слишком много. Да, это хоть поставь уже вместо Скорпиона. Получишь баф морских. Это продал. Башер не реализуется никак, если что. Башер до сих пор стоит в инвентаре, просто как шмотка на дамаг. И все. Драгунайт к нему вблизь впритык не подойдет никогда в жизни. И от Драгунайта он будет вот так вот откисать. Мету заюзал, кстати, неправильно. Мету мы не юзаем так. Если уже взял мету, то и мету нужно было юзать следующим образом. Мету нужно было юзать, когда ты точно уверен, что ты победишь. Боже, да чтоб мне так темпларка шла. Знаете, вот у меня хочется, у меня крутится мем в голове. Почему он, а не я? Кто помнит этот вот видос? Почему он, а не я? Я бы с удовольствием заорал, но меня выкинут из хаты.
Поэтому орать нельзя. Don't worry, I got your back. You can trust me. Ладно, давайте сошлем это на то, что это необычно, прикольно, но если ты уже так играешь, ну реализуй это до конца. Чего? Я сейчас правильно понял? Там маг забрал винстрик у дракона? Фу, ну да, у дракона. Яйцо. Вот так. На изи. Кстати, а где еще одна мартретка? Мартретка ему вообще не идет. Либо же она её просто не берет, либо не идет. А, он там мага вынес. А я-то думал, маг вынес Драгон Найта. Я думаю такой, чего? Боже, куда ты яйца юзаешь? Зачем? Боже, тут святая вода не поможет. Несите спир. Чтоб я этого не видел. Стоят Давайте вы сами напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Стоит шаман, фиолетовый. Яйцо кидается в скорпиона. Вопрос, зачем? Из-за этого он с трудом их сейчас как-то побеждает. О, ну ладно, шаман пришел усиление. А если бы не пришел, если бы не пришло усиление? О, ничего себе! Вот это да! А теперь давай реализуем башер. А еще можешь предметы переделать. Говорят, полезная вещь. В самом деле, он мог это спокойно вытащить. Я уже вижу, что это проигрышная катка, и его Драгунайт просто испепелит. Но это реально можно было вытащить. Да, сложно, да, трудно, но это можно было бы вытащить. Во-первых, взял бесполезную реликвию. Во-вторых, керит темпларку. Окей, темпларку можно керить. Она бьет чистым уроном. Реликвию взял максимально бесполезную. Надо было брать реликвию, которая дает двойных мобов. На 35-м раунде он мог бы получить тонну предметов, закирить правильно темпларку, поставить так же самого ведьмаков и просто порвать всем пятую точку. Если бы упала мантия, он бы поставил просто демона какого-то и порвал бы пятую точку. Не убирай его. Зачем? У меня только один вопрос. Зачем был убран только что Горн-убийца? Но... Battle Fury бери. Имба предмет. Battle Fury. Берем. Да какой-то бред взял. Вот это вот МКБ, вот это вот взять. Ну, зачем оно надо? Ну типа, ребят, ну вот напишите в комментариях, зачем надо вот это вот МКБ? Battle Fury имба. Ладно, ребят, я просто... Ну, это, если что, не там не в агрессии, ничего сказано, и все такое, просто... Данный ролик я воспринимаю как комедию какую-то, потому что без слез на это не взглянешь сейчас. Сильно какие-то неадекватные мувы, которые тупо понять невозможно. Но я надеюсь, что после просмотра данного ролика подписчик исправит эти ошибки.
Потому что ошибки, ну просто, ну очень жесткие. Начиная от синергии, типа, ладно, окей, но синергия это что-то необычное, можно на это списать. Типа, что это просто необычная синергия, результат и тому подобное. То есть, это можно на это списать. Но как объяснить другие мувы, кроме как неопытности, я не могу. Поэтому этот ролик можно реально воспринимать как вот камеди. Как камеди и все. Башер не реализуется, как я уже 10 тысяч раз сказал. Предмет второго тира какой ты ищешь, не пойму. Сейчас предмет ты пятого тира хочешь найти, судя по всему. Или все-таки предмет второго тира. Кто вдруг не знает, как понять, можно ли перекрафчивать сейчас предметы или нет, то там, когда вы открываете предметы, там будет у вас подсвечиваться там n цветом. Какой предмет можете сделать. Там фиолетовый, легендарный. То есть оно подсвечивается. Ну, мага окей. Он мог поставить реально 9 убийц. И на 9 убийцах нормально так катануть. Простите, я не могу отойти от шока. Я вижу такие... Ну, без агрессии, я просто в шоке. Все, ну, ладно. Окей. Окей. Давайте поиграем в игру. Какой ранг был в предыдущем сезоне? М? Так, Абаддон 3 звезд уже там у молодого. Драгунайт 3 звезды, Абаддон 3 звезд. Антимаг появился, антимаг ему сейчас полстола вынес вражеского. Хорош. Боже, ну это реально можно было затащить. Я вот прям смотрю и понимаю, что он проиграет. И скорее всего он даже проиграет топ. Какой? Я думаю, топ-3 отлетит. 6 хп осталось. Если сейчас он магу еще раз проиграет, то все, это конечно. Но Dragon Knight сильный персонаж. Особенно если его грамотно реализовать, это очень сильный персонаж. Но просто не в текущей мете. В текущей мете его обсыкает абсолютно чуть ли не, ну, не каждый. Да, если там тебе пришла Мамора, у тебя есть Dragon Knight ранний, то ты берешь этого Dragon Knight'а, закидываешь Мамору, повезло до 20-го вытащить в 3 звезды, ты можешь с ним реализовывать что хочешь. Ставишь 3 драконов, ставишь себе там троллей, ставишь себе что угодно, короче. Реально можно что угодно. Но вот в данный момент ты вот просто понимаешь, вот как бы сейчас без обид сказано, но вот таких игроков куча, и тупо на фарте они тащат. Тупо на фарте. Без обид. Без обид. О каком скилле идти может речь, если тебе за 2-3 раунда приходит темпларка в 2 звезды? Тут его вынесли. Ничья? Обалдеть. Хо-хо-хо! До 40-го раунда дожил. Обалдеть. Скорпиона из расширенного пула не вытащил. Дума зачем-то взял. Зачем? Куда Дума взял? Положь обратно. Положь откуда взял. В действительности, если ты хочешь, чтобы шаманы вот так вот перевоплощались сразу, и у тебя был более-менее такой хороший старт, то просто найди им цепочки первого тира. У тебя половина предметов лежит в шамане, который перевоплотится и потеряет все свои предметы. Спрашивается один вопрос. Зачем? Но я думаю, все прекрасно знают, на каком языке я это хотел сказать. Точнее, не на языке. Ну, короче, вы поняли. Нецензурно я хотел сказать. Какого... Па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Маг там тоже жесткий. Маг уже там подрос. Рики в 3 звезды уже молодой собрал. Ну, тут точно скилловичок. Ему игра тупо пошла. Тут котел уже в 3 звезды почти. Кстати, на секундочку. На секундочку-то реально у него котел в 3 звезды. Еще один котел, он его собрал в 3 звезды.
Предметы не перероливаешь. Предметы до сих пор плюс 50. Зачем Дум? Да выкинь эту помойку, пересобери предметы. Ладно. Да, Вайпера. Давай Вайпера, все. Пересобираю в предмет первого тира. Поехали. Давай. Я уже ничему не удивлюсь. Спелпризм тебе зачем? Ну, на кой черт тебе спелпризм? А зачем предмет четвертого тира тебе? У тебя предмет МКБ есть. Типа БКБ хочешь найти? Ну, мантию ты можешь тоже как бы... Мантию ты тоже можешь как бы взять. Но у тебя... А, ну вот демона, кстати, у него сейчас чистый урон есть. Кстати. Благодаря мантии у него сейчас появился чистый урон, и он вот так вот легко пробивает рыцарей. Но... Царство Небесное там уже в тройку, если что, бабка собралась. Он еще и топ-2 может занять, прикиньте. На секундочку. Ну, ДК ему сейчас уже не снесет 6 хп, правильно я понимаю? Правильно, он снесет ему 5. Не, 6. Сколько? 6 хп снес. Ну, как-то так. А, ну это... Да, ладья 6. Просто подарил игру. Там чел уже... Ну, просто реально подарил игру. Просто подарил игру. Ах. Минута молчания. Мог защитить? Мог. Мог. Очень мог. Ладно, комментировать мне больше нечего. Я прокомментировал от Адая эту каточку. Все свои эмоции, все ошибки я как бы озвучил. Я, короче, я все озвучил. Нет смысла мне тут даже что-то комментировать. Правильно? Правильно. Поэтому не будем растягивать концовочку. Топ-1 я хочу вот сказать вот этому вот Дэрилу. Стол красивейший. Просто тройка ДК, тройка Рики, тройка Бабка, тройка Абадон. Еще бы сюда Омника тройку, еще кого-то тройку. Вот можно там, допустим... Ну Вич-доктора тут нет. А, не, есть Вич-доктор. Вич-доктора в тройку можно. И Хекс можно было бы вместо Хускара поставить. И все, и Торба была бы. Да, это жестко. Маг тоже там такой приятный, конечно. Но я не знаю, он, ну, не досмотрел каточку. Но я думаю, первое место 100% занял Дэрил с Драгонайтом в 3 звезды. Потому что там у него стол огромный. Плюс есть Хек, этот Сайленс от Рики. Он просто поставит Рики как надо, закинет ему тучку и все. Там котел будет стоять такой, звезды в небе считать, такой, и слюна течет. Как-то так это будет выглядеть. Ну, обидно. Обидно, что просто отдал катку. Обидно. Ладно. Ладно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И также не забудьте оставить свой лайк в поддержку меня, естественно. И кто не подписан на YouTube, то обязательно подписываемся. И у меня есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.